Сегодня во всех украинских СМИ читаю, слышу и смотрю на Путина. Ну, я и вчера на него там смотрел, и третьего дня, но сегодня особенный день, потому что рассказывается про расследование BBC. Меня бы это не касалось, но когда во всех СМИ тебе настойчиво говорят: смотри, какой фильм, да это просто супер инсайдерская информация, да это просто расследование века начинающегося, лучшее, наверное, расследование 21 века, да точно это Пулитцер. Помимо воли посмотришь, знаете. Я сейчас пропиарю этот фильм, я коротко расскажу вам, о чем там. Но стоит ли российскому народу доверять Владимиру Путину? Ну, это затравочка. В принципе, ради этого и был сделан фильм, насколько я понимаю. Дальше нам рассказывают следующее. У него огромное количество вещей, которые не может позволить себе практически ни один миллиардер Запада. Живет он как мультимиллиардер. У него есть коллекция дорогих часов. Ни один, даже самый богатый житель Запада не может позволить себе такой уровень жизни. Да что ж там у него такое есть, чего не может позволить себе ни один европейский миллиардер? Его спортивный костюм стоит $3000. Фьють-фьють, как говорится. Ну нифига себе, спортивный костюм $3000. А как могут себе миллиардеры в Европе позволить себе такие спортивные костюмы? Они в Адидосе ходят, это понятно. Ну еще, такое совпадение просто. Навальный про спортивный костюмчик что-то там чирикал. И вот уже BBC. Совпало просто так, уверен. Ну а дальше рассказывается, как Путин обвинялся, неоднократно обвинялся. Кем, не говорится. Да и зачем это? Лишнее это. Владимир Путин обвиняется в разграблении своей собственной страны. Бесчетное количество раз он обвинялся в коррупции. Разграбил Россию, матушку. А вот бесчетное количество раз он обвинялся в коррупции. Бесчетное это сколько? 286 можно сосчитать. 1325 тоже можно сосчитать. 1325 тоже можно сосчитать. Сегодня мы раскроем правду о богатствах Владимира Путина. Каково же на самом деле состояние Владимира Путина? Так насколько богат Владимир Путин? Ну не хватало еще раз 5 произнести это, и тогда все каноны желтизны были бы соблюдены. Итак, насколько он богат? Цифру в студию. $40 миллиардов. Я получил эту информацию из своих тайных источников. Смотрю на лицо его и думаю, да явно же у тебя есть тайные источники, которые могли тебе это рассказать. Ну а вообще-то во всей передаче это основные месседжи. Тайные источники, я так думаю, он утверждает. Я не могу назвать вам цифры, и по словам Колесникова, владельцем компании являлся сам Путин. С нашей точки зрения, Шамалов сказал, что он брал 96%, оставлял 2% себе и отдавал 94% Путину. И это не все доказательства. Да ладно, этих доказательств вполне хватило бы. И в этой записи он обсуждал тайное богатство Путина. Деньги Михаила Ивановича 439 968. С Михаилом Ивановичем. Они называют Путина, используя прозвище Михаил Иванович. 480 миллионов Михаилу Ивановичу. Он еще забыл сказать: эти деньги мы украдем из российского бюджета, мы ограбим народ. Это все по телефону надо говорить. Когда же ты еще можешь сказать про 400 или там про 200 миллионов долларов? И Михаилом Ивановичем они называли Путина. Ну, конечно же, они называли не Обаму Михаилом Ивановичем и не вот соседа по даче вот этого человека, что про 200 миллионов говорит. Путина. А какие? Есть основания не верить, что ли? Он утверждает, что помогал Путину. Я думаю, что утверждает, что... Он говорит, что... На мой взгляд, один из бандитов говорит, что дом Путина... Похоже, что Зыков был прав. У Путина есть дом в Испании. Находить подобные доказательства непросто. То есть все эти олигархи платили своеобразную дань уважения Владимиру Путину. У них бумажки постоянно замыленные такие, только суммы видны. 203 миллиона. Покажи, что это за бумажка вообще. Яхта стоимостью $35 миллионов. Подарок Романа Абрамовича. Я был на борту этой яхты в конце марта 2002 года в Амстердаме. Ты был не просто на борту какой-то там яхты Путина, ты был на борту яхты будущего, потому что эта яхта сдана в январе 2014 года. Ее не было в 2002 году. Просто не было. Эта яхта построена в 2014. Упс. Ну что дальше идут опять-таки серьезные доказательства. Дмитрий Скарга утверждает, я точно знаю. Сергей Пугачев утверждает, он говорит, что Путин дал ему монополию на поставки нефти в местный аэропорт. Этим фильмом BBC выведено несколько формул.
Первое вообще, первый уровень, это я вам точно говорю. Второе, да, он сам сказал. Третье, да, это всем известно. Я знаю, что Путин хотел, согласно американским данным, мы думаем, что он хранит там деньги. Американцы настаивают на своей правоте, но не могу вам этого сказать. Говорят, что Путин, по некоторым данным, американцы утверждают, что... Я не могу сказать, что он лично распоряжался деньгами Владимира Путина, это никогда не было секретом. Но два наших источника утверждают, что... Откуда вы это знаете? От самого господина Тимченко. Ну и напоследок опять про шефа Михаила Ивановича. Иногда во время разговора он просто показывал пальцем вверх и говорил, что все контролируется Михаилом Ивановичем. Когда я только пришел в журналистику, для меня очень важно было впитать вот основные, знаете, принципы, правила. То есть понять, что я не могу выдавать свое личное осуждение там, за факт, к примеру, поменьше своего, побольше чужого. Но ориентировался я всегда на вот такого вот рода издания. Для меня, мне тогда казалось, что Радио Свобода, которую я в свое время слушал еще в детстве, знаете, сквозь шипение, мне тогда казалось, что BBC в любом случае, ну это какой-то столб журналистики, и уж они косячить не могут никак. Сегодня я резко изменил свое мнение, и я так понимаю, что для достижения цели все средства хороши. Привет от Михаила Ивановича.